Есть конкретно татуировки, за которые могут спросить. Это ну, вот погоны различные, звезды. Некоторые татуировки с религиозной тематикой. Привет, меня зовут Артем, я тату-мастер, вот, в лагере был мастибой. В общей сложности, наверное, лет 10. Есть несколько истоков татуировки, вообще как в целом, то есть это, соответственно, криминальный мир, и, да и, наверное, и криминальный, и военный, то есть, ну, моряки различные и все такое, то есть, ну, хочу сказать, что именно тюрьма, да, она оставила свой отпечаток, потому что это именно тюремная татуировка, это тоже такой своя философия вообще. Первый раз это был 2004 год. Попал за травку на 5 лет. Ну да, у меня были какие-то там татухи, короче, которые я в целом делал там в школе, во дворе где-то мы там. Ну, я был уверен, что у меня нету тех татуировок, за которые я мог бы там где-то нести ответ. У меня не было там татуировок с тюремными мотивами. Во-первых, есть татуировки, которые, ну, очевидно, сразу же понятно, что ты их делал в тюрьме, либо ты делал их с каким-то тюремным мотивом. То есть это перстни, за что человек сидел, по сути, сколько он раз сидел, и много-много-много-много-много несут информации. Они очень разные бывают. Это такая вот вещь, которую не скрыть. То есть она делается на руке, и ты сам понимаешь, что если ты видишь человека с перстнями, то есть ты прекрасно понимаешь, где он их сделал. Первый тип – это, ну, естественно, что человек прошел через лагерь. Да, это перстак такой, ну, в принципе, который рисуется легко и просто. И, в принципе, это те татуировки, которые себе делают в тюрьмах порядочные арестанты, вот, которые придерживаются тюремной жизни, тюремной воровской идеи и всего остального. Это человек, в принципе, который отрицает власть. Ну, это реально такая вот тема, что кто-то их делает, кто-то вот это будет говорить, что это одно, кто-то это другое. На сегодняшний день татуировка в тюрьме, она приобрела, ну, как я сказал уже, художественный характер. То есть татуировщики — это не просто человек, который себе там заявил, что типа я там умею делать татуировки, взял там первый раз в жизни в руку машинку и начал делать, ну, татуировки. Если он кому-то сделает портак откровенный, вот, ну, ему откровенно просто, ну, разобьют, в лучшем случае просто лицо набьют. Ну, я умел рисовать. Ну, то есть это первое, как бы, что хорошо, то есть, ну, когда человек умеет рисовать, в принципе, в тюрьму попадает, то есть в любом раскладе у него уже появляется какой-то способ заработка. Ну, соответственно, если человек умеет рисовать, ему как бы сразу же предлагают делать татуировки. Ну, а у меня уже в то время какой-то был такой опыт дворовой, короче, с этими всеми делами, вот, и, в общем-то, ну, и ребята говорят: слушай, если ты, типа, там, умеешь татухи делать, ну, в принципе, понимаешь, как это делать, давай мы тебе эту машинку соберем, короче, сделаешь вот мне как бы татуировку. Ну, как бы там пофиг, как ты ее сделаешь, как бы без претензий, то есть там все дела. Мы там где-то эту лампочку там нашли, вкрутили, там она полумрак был какой-то, там машинку какую-то там мне смотали, там с моторчикой и струны какой-то там фигня. В общем, я помню просто блок питания, какой у меня был. Ну, машинка на 12 вольт вообще работает, да, а нам надо как бы, а розетка у нас на 200 вольт. И, в общем, мы сделали какую-то банку, ну, то есть это ребята сделали, я вообще даже такие способы не знал. То есть туда какой-то соленой воды, короче, налили, какие-то гвозди всунули, то есть там регулируешь расстояние между ними. И, короче, и то есть получаешь нужный вольтаж, нас там током вообще у меня било там 100 раз. Вот, ну, в общем-то, я им с горем пополам сделал, короче, вот татуху. В общем, она ему понравилась, мне понравилась. В общем, ее увидели, и она и другим понравилась. И мне сказали, короче: слушай, а что ты этой херней занимаешься? Если ты, в принципе, умеешь татухи делать, ну, делай. Очень огромное значение несут аббревиатуры, и их тоже тьма тьмущая. Лорд, слон, лорд легавым отомстят родные дети. Вот. Ну, то есть, ну, как бы обратно же это все отрицаловские татуировки, которые люди наносят именно показать свою позицию к власти.
Вот. И погоны, да. Ну, я так это все буду набрасывать минимально. Получается погон, тут может быть здесь немецкий орел. То есть вообще в татуировке тюремной тематика немецкая, фашистская, она не несет именно характер фашизма. То есть это именно отрицаловские татуировки. Это еще вот со времен, когда вот мы победили фашистскую Германию, и в тюрьмах их наносили, потому что, наверное, чтобы выбесить охранников, потому что это все-таки на теле, это все-таки такой акт, да, неповиновения, ну, именно советской власти. Оттуда же ветер дует, когда люди начали себе делать татуировки религиозный характер имеют, потому что раньше, если коммунизм запрещал какие-то вероисповедания, то есть забирал у людей иконы, забирал Библии, забирал все вот это, то есть то люди это наносили себе на тело. Классическая татуировка вообще тюремная – это купола, кольщик наколи мне купола. Ну, это есть, и будет, и всегда. То есть и церковь с куполами, ну, как бы все знают, что купола – это года срок. Вот, еще с погонами есть и такие аксельбанты, именно гусарские погоны. Вот, их делают люди, такие погоны, когда они проходят бур. Вот, бур – это барак усиленного режима вообще переводится. Ну, грубо говоря, тюрьма внутри тюрьмы. Да, схематично, то есть это будет эполет, обычный, самый обыкновенный. И уже пошли, то есть во все стороны от него по плечу. Ну, как правило, на плечо он делается, погнали косички. Знаешь, есть такая история бытует вообще. Были кандальники, ну, то есть заключенные, которых в случае любого шухера, они подвергались уничтожению. Вот. И, в общем, их всех вывели во двор, и отделению гусаров приказали их расстрелять. Гусары отказались. Сказали, что мы не палачи, и что мы не будем расстреливать как бы просто людей. Да, в честь этого, я думаю, что именно в тюремной мотиве стала именно гусарские погоны, такая вот как бы авторитетная, можно сказать, татуировка. В каждой зоне есть, в принципе, промзона, промышленная зона, где, ну, то есть это завод. Вот, соответственно, на этом заводе можно найти какие-то там моторчик взять тоже. Ну, обычный моторчик от магнитофона какого-то. То есть, ну, вообще любой маломальски работающий двигатель на 12,9 вольт, он, в принципе, на 100% подходит. То есть, где-нибудь какая-нибудь струна. Нету струны, можно там пружинку разобрать, достать из ручки. То есть, ну, в общем, делается машинка, грубо говоря, из подручных средств. Сделал такую себе машинку, потом пошел, взял резины. То есть она берется в миске, сжигается, грубо говоря. Получается зола. Эта зола перетирается через тряпку и, собственно, потом разбавляется водой, там, фурцелином каким-нибудь, чтобы там это не так было грязно вообще. То есть, ну и все, и вот этим вот делают. Там она, реально ты бьешь, там красное все, воспаленное. То есть там это вообще, ну ты делаешь грязью черной человеку татуировку. Вот. И поэтому она потом синяя получается. Иногда получается действительно терпимая, короче, такая вот и по цвету, и по восприятию организмом. Как правило, ну, получается жесть. Я сейчас это все вспоминаю, мне сейчас, честно говоря, даже прикольно. Я когда освободился, ну, с лагеря первый раз, я занялся татуировкой уже профессионально. То есть я стал делать татуировки, то есть ездил в Россию, немножко подучился там. Вот, потом приехал сюда и уже с практикой нарабатывал уже определенный уровень, которого, собственно, и достиг. Вот. И получается, что когда я вот уже в 2014 году меня уже замотали, то есть, ну, в принципе, я был на то время профессиональным татуировщиком. В принципе, по сути, татуировка, она сама по себе изначально несет такой вот именно характер обозначающий, когда люди, обозначают согласно какой-то своей статьи, то есть, ну, например, нож там, с черепом пересекающий, то есть, ну, обозначает, что человек сидит или сидел за
За убийство. Мошенники себе, как правило, бьют различных котов в цилиндрах с бабочками, то есть там с пенсне, такие как бы коты ретро, там в жилетках, ну это прикольные. Ну вот мне эти татуировки не самые такие, они миленькие, прикольные всякие, они там оскалившиеся бывают в кепках, шмепках. Есть бардаки, такая вот как бы крутое направление там в татуировках. Ну, бардак, он как-то вообще комплектуется татуировка, как правило, он там валится на руку, там, на ногу. Ну, то есть она большая, объемная, и туда уже там впихивается там все. У тех, кто связан с наркотиками, кто сейчас следит за наркотики, да, есть маковые головы, ну, бошки. Вот, это конопляные листы, шприцы. Если к прошлому относиться, то любая татуировка на лице, это, как правило, было, то есть, нанесена насильным путем. То есть точка это, будь это точка, будь это, могли просто написать на лбу, могли написать, да что угодно, слезы вот эти обиженные. Насильно нет, никому не делают, то есть сейчас. Могут сделать, то есть особо одаренным, то есть, это действительно люди, это действительно падали. Это не люди, то есть, которые попадают за изнасилование, как правило, детей, за убийство детей. Вот с такими людьми, то есть, да, поступают очень жестко, и, как правило, и их могут и сегодня закрутить и на лбу написать, да что угодно, но чтобы ты уже его видел и ты прекрасно понимал, кто это. Уважающий себя татуировщик не будет делать козлу, так скажем, татуировку, которая, то есть, относится к порядочным арестантам. То есть это обратно же, то есть тот же погон. Я бы, например, если бы ко мне пришел какой-нибудь гражданин, который замотан с ментами, с охранниками, с операми, попросил меня, чтобы я ему сделал там какой-то крутой там погон, я, по-моему, его не делал бы. Татуировка – это неотъемлемая часть тюремного фольклора. То есть, по-любому, если ты делаешь татуировки, то к тебе относятся уважительно. Но обратно же, на сегодняшний день это шкурный вопрос. Если ты делаешь татуировки, то есть ты, соответственно, их делаешь за деньги. Вот смотри, сделать, например, в тюрьме спину вот в эквиваленте на сигареты где-то в районе $100-200. Вот, то есть сделать руку, в районе тоже там $100-200. То есть какие-то минимальные там татуировки, все это оценивается, там блок, 2-3 сигарет, там чай какого-нибудь. Вот, то есть такие самые необходимые вещи в тюрьме. Все идет через блатных. То есть любой твой бизнес, в принципе, за любое предпринимательство, я так буду уже говорить доступным языком. То есть внутри тюрьмы, понимаешь, надо платить, как говорится, десятину. И при этом, при всем, то есть ты получаешь защиту. Ко мне мог бы там прийти какой-нибудь бык, там, сделать татуировку, потом сказал, слышь, я тебе ничего не отдам. То есть для этого есть как бы группа людей, которые в принципе соблюдают интересы, взаимоотношения осужденных. Это, наверное, самое страшное преступление внутри тюрьмы. То есть быть в тюрьме татуировщиком, это, то есть подписаться на то, что ты будешь постоянно ездить в изоляторы. 10 дней, то есть тебя, грубо говоря, закрывают в чулан, где там в углу стоит дырка, там пописать туда, то есть там нельзя не спать, ничего там, то есть там нару тебя отстегивают на ночь, в общем-то. В принципе, ни матрасов, ничего там нету, там холодно или жарко, то есть летом жарко, душно, что дышать нечего. Зимой холодно, что просто там с батареей в обнимку. С периодичностью раз в месяц так точно мне туда приходилось ездить. У меня были беседы с начальником колонии, то есть, который говорил, слушай, а чем я займусь вообще? То есть я умею делать только татуировки. Говорю, вот в вашем бы случае, вот как в Америке бы сделали тату-кабинет, в котором бы, то есть, все бы происходило стерильно. Я бы делал бы эти татуировки людям бы, и все бы были довольны. То есть, а вы меня ловите, и что толку? Потому что, я приезжаю, то есть я доделываю. В зонах, там все основано, то есть, на деньгах, то есть, и у меня там была профессиональная машинка, у меня там были профессиональные иголки, у меня там были профессиональные краски. Выслали мне посылки, и мне эту посылку закрытую принесли в отряд.
Вот. Обычно она там получается через посылочную, там ее там 10 раз перепроверяют. Мне ее принесли закрытую в отряд. Когда я ее открыл в отряде, ну то есть перед тем человеком, который мне помог, он посмотрел, он сказал: слушай, ну если нас хлопнут, говорит, мало нам не покажется. Вот. И, ну, я вот и работал некоторое время именно профессиональным оборудованием. То есть ты подмазываешь, как бы, и маломальски работаешь, то есть, ну, по зеленой, ну, как бы свободно. Если нету таких, ездишь в изолятор. Если, ну, все равно не начинают все время просить больше, требуют от тебя что-то. Ты в конечном итоге говоришь: да не пошли бы вы нафиг, и как бы тебя ловят, едешь в изолятор, и как бы и все. Звезды — это роза ветров, это обратно же, ну, это уже такие отличительные черты людей, которые, да, действительно живут тюремной жизнью. То есть, ну, звезды на коленях, там, это нам говорили еще там в детстве, что там никогда не стану перед мусорами на колени. Стрицаловские звезды, ну, это обычная роза ветров. То есть он должен этому соответствовать, он должен уже, как говорится, идти до конца. То есть если где-то он в дальнейшем отвернется от своих понятий, ну, я думаю, что, ну, в лучшем случае он станет посмешищем для других арестантов. Но это у нас. Вот. А я знаю, что, например, в России, то есть там есть жесткие лагеря, то есть есть черные, с черным ходом, то есть лагеря, в которых, в принципе, власть принадлежит заключенным. Вот. И там, ну, я не знаю, что с ним там могут сделать. Ну, то есть в лучшем случае ему дадут кирпич и скажут: ну, стирай. Это в лучшем случае. То есть в худшем, ну, могут просто-напросто какие-то, ну, заключенные, которых это затрагивает, какие-то интересы, да, могут зарезать его там. Воровские звезды, ну, по сути, воровская звезда — это просто восьмиконечная звезда. Воровскую звезду может набить себе только вор. История вот этих всех татуировок, она такая достаточно и запутанная, и уже, наверное, искаженная временем. Вот. Но тут, как мне сказал один человек, есть армия ангелов. Вот. И в религии и есть у них предводитель ангелов. И у него в одной руке находился меч, а в другой руке находилась вот такая вот звезда. И, собственно, именно что она остроконечная, говорит, что люди, которые придерживаются именно вот этой вот жизни воровской, они как бы всю жизнь находятся именно на острие, вот на острие. Соответственно, черное и белое — это добро и зло. Само явление, как татуировка, да, вот стилистика, направление, она немножечко переливается сюда вот, на свободу, и люди это уже делают не для того, чтобы там отразить какую-то свою, то есть преступную сущность, а делают это в художественном исполнении. В первую очередь, если пацаны молодые хотят сделать татуировку себе какого-то из тюремного фольклора, да, в первую очередь нужно думать, чтобы эти татуировки не были так очевидны. А какой-нибудь пьяный зачара, там, уркаган старый, короче, который, в принципе, там тоже там прочеферил там все свои зубы, ну, он может и в табло дать просто. Вот, ну, просто вот так вот можно вызвать такую реакцию у людей, которые сидели. Но я хочу еще сказать то, что, блин, ну, этот стиль тоже он должен быть. И он должен развиваться. Татуировка, да, вот если так-то разобраться, делаем драконов различные, японская тематика. Стиль татуировки, он пошел от якудзы. Ну, это делали мафиози, и эта татуировка несла очень серьезный именно криминальный смысл. Но мы ее себе делаем как художественную татуху. Вот, если взять, например, разобраться с такой татуировкой, как чикана, это тоже татуировка, которую делали латиносы себе, которая, это татуировка, несущая исключительно криминальный характер. Почему-то мы их делаем, и мы не придаем этому никакого преступного смысла. Также мы можем развивать и наш. У нас есть свое направление, уже, то есть социальное, вот именно такое вот наше, свободное, без каких-то там предубеждений просто. Лично я надеюсь, что вот это вот стиль, вот это вот направление, вот это вот, пускай смысловая нагрузка уже будет не та,
что она перейдет все-таки сюда, и что он не затухнет, ну, что он не умрет, потому что, блин, это целый огромный кусок вообще вот именно в тату-искусстве, который должен жить. Да, они говорят о свободе, все эти татуировки, однозначно.